Колючие чудеса Вселенной. Всем привет! С вами Финимор. Передаю привет и огромную благодарность инициатору и спонсору данного ролика Ёжик. В мире, где колючие создания доминировали на нашей планете, ежи были королями природы. Они долгое время бережно охраняли свои территории и поддерживали равновесие в многообразном царстве нашей планеты. Сегодня мы поговорим с вами о ежах, об этих удивительных и интересных животных, которые обитают на нашей планете. Но что если я скажу вам, что на других планетах существуют тоже колючие существа, которые называются, к примеру, шип. Это небольшие существа, размером с нашего обычного земного ежика, которые имеют тело, плотно покрытое острыми иголками. Шип использует свои иглы для защиты от хищников и для передвижения. Они могут прыгать и карабкаться, используя свои иголки как крючки, цепляясь за все, что можно. Они также могут использовать свои иглы для захвата добычи и защиты своей территории. Итак, давайте узнаем побольше о земных ежах и порассуждаем об инопланетных шипах. Отличительной особенностью ежей является плотный покров колючек. Колючки ежей – это специализированные волосы, состоящие из креатина. Они служат не только для самозащиты от хищников, но и для терморегуляции, которая помогает им сохранить постоянную температуру тела. Температура тела у них варьируется в зависимости от вида и окружающей среды. В целом, нормальная температура тела для взрослых особей колеблется от 34 до 38 градусов. К примеру, в холодное время года ежи могут впадать в спячку. Во время спячки температура тела может снижаться до температуры окружающей среды, обычно не ниже 2 или 4 градусов. С помощью этого ежи способны пережить нехватку пищи и сохранить свою энергию. Ежи особо активны вечером и ночью, а днем они спят в норе. Питаются они разнообразной пищей. Ежи являются насекомоядными, млекопитающими. Их основной рацион состоит из насекомых, таких как жуки, личинки, гусеницы, пауки и многоножки. Они также едят червей и мелких моллюсков, любят перекусить улитками. Ежи могут иногда питаться мелкими позвоночными, такими как земноводные, ящерицы и мелкие мыши, хотя это не основная часть их рациона. Помимо этого, они могут поедать яйца гнездящихся на земле птиц и змей. Ежи могут жить довольно долго. В природе они способны прожить от 2 до 5 лет, в то время как в неволе доживают до 10 лет и даже больше. Среди ежей бывают и альбиносы. Такие ежи имеют белые колючки и кожу с розовым оттенком. Несмотря на свою колючую внешность и кажущуюся неповоротливость, ежи на самом деле являются хорошими пловцами и легко преодолевают небольшие водные преграды, так как часто плавают в поисках пищи. Сталкиваясь с опасностью, ежи начинают щелкать и ворчать, демонстрируя свою готовность к защите и пугая потенциального хищника. Самки ежей обычно рожают от 4 до 6 малышей 2 раза в год. Маленькие ежата появляются на свет с мягкими колючками, которые затвердевают через несколько часов после их рождения. Ежи очень полезны для сельского хозяйства, так как они являются естественными хищниками многих полевых вредителей, таких как насекомые, улитки и змеи. Хотя в природе ежи проводят большую часть времени в одиночестве, в некоторых случаях они могут собираться в небольшие группы, например, при пользовании общим водоемом или нахождении богатого источника пищи. В Великобритании ежи стали символом природы и считаются важными гостями для любых приусадебных участков. Британцы часто строят специальные укрытия для них и кладут туда высококалорийные лакомства, специально чтобы привлечь ежей к своему дому. Ежи не только удивительные, но и полезные животные. Их жизнь полна интересными особенностями и секретами. Поэтому знания о них и бережное отношение могут помочь им сосуществовать с человеком еще очень долго.
Вдобавок, хотелось бы упомянуть о некоторых других интересных представителей животного и растительного мира, обладающих колючками или иглами в качестве механизма защиты. Поркупины – это грызуны, имеющие толстые колючие шипы, растущие на их спине и боках. Они используют свои колючки для защиты от хищников. Существует несколько видов поркупин, распространенных на многочисленных регионах нашего мира. Кактусы. Эти растения наверняка знакомы каждому благодаря своим длинным и острым колючкам, которые расположены на поверхности стеблей. Они являются непревзойденными мастерами выживания в засушливых условиях и присутствуют в культуре, поэзии и символике. Колючие ленивцы – необычные млекопитающие, обитающие в Центральной и Южной Америке, имеют крупные, крючковидные когти и жесткие колючие волосы, которые покрывают их тело и защищают от хищников. Но представители колючих обитателей не заканчиваются присутствием на поверхности планеты. Давайте спустимся в водные глубины и посмотрим на местных колючих представителей. Ежи существуют не только на поверхности нашей планеты. Есть они и в глубинах морей и океанов. К примеру, рыба-еж – это семейство морских рыб из отряда иглобрюхообразных. Они известны своими особыми способностями раздувать свое тело, превращаясь в колючий шар для защиты от хищников. У рыб-ежей круглая или овальная форма тела. Они покрыты многочисленными колючками или шипами на коже. Рыбы-ежи обитают в тропических и субтропических морях, часто вблизи коралловых рифов. В основном их рацион включает моллюсков, крабов и других мелких животных, которых они ловят, используя свои сильные зубы и крепкие челюсти. Существует более 20 видов рыб-ежей, некоторые из которых достигают величины до 90 см в длину. Хотя рыбы-ежи не являются опасными для человека, но их колючки могут вызвать болезненные раны. Кроме того, некоторые виды могут обладать нейротоксином, как и их близкие родственники – рыбы-фугу. Этот токсин считается одним из самых опасных для человека. Есть и колючие скаты. Это вид рыб с острыми колючками на хвосте, способны наносить болезненные ушибы. В основном обитают они в тропических и субтропических морях. А вот и следующий кандидат – рыбы-камни. У этой рыбы расположены ядовитые колючки на спинном плавнике, а ее камуфляж позволяет ей прекрасно маскироваться, что делает ее очень опасной для человека. Рыбы-иглы. В эту группу входит большое количество видов морских рыб, таких как морские коньки и морские драконы, которые обладают характерными длинными и тонкими колючками на спине. Это маленькая колючая рыбка, которая обитает как в морской, так и в пресной воде. У них есть крепкие острые колючки на спине в качестве защиты от хищников. Встречался я как-то, все руки исколол. В общем, колючки имеют различные функции. Помимо защиты, они обладают уникальными характеристиками для каждого вида животного. Исследование колючих представителей в разных биомах дает нам ценную информацию о разнообразии животного мира в природе. Все эти уникальные колючие создания подчеркивают невероятное разнообразие жизни на нашей планете и служат напоминанием о важности и бережном отношении к нашей природе и окружающим нас видам. Возможность существования колючих форм жизни на других планетах не может быть исключением. Ученые продолжают искать следы жизни на планетах вне нашей Солнечной системы, изучая экзопланеты в зонах, пригодных для жизни. Когда мы говорим о колючих существах на других планетах, стоит держать в уме, что мы полагаемся на предположение, что эволюция и адаптация будут работать таким же образом, как и у нас в других мирах. Если условия на таких планетах обеспечивают возможность развития защитных механизмов или адаптации, аналогичной колючести, то колючие формы жизни могут вполне существовать и там. На Земле колючки животных и растений развились как механизмы защиты от хищников и других угроз. На других планетах, где встречаются аналогичные формы жизни, вполне возможно, будут развиты схожие средства защиты или нападения, своего рода аналог земной колючести. Однако их внешний вид
химические и биологические свойства могут сильно отличаться от земных форм жизни. Новые данные и исследования экзопланет продолжают расширять наши знания о потенциальных формах жизни в космосе. Пока что мы можем лишь строить предположения о разнообразной жизни на других планетах, основываясь на схожих условиях и развитии на Земле. Тем не менее, биоразнообразие на Земле является прекрасной стартовой линией для таких смелых предположений. Возможность существования колючих форм жизни на других планетах занимает особое место среди многочисленных гипотез об инопланетной жизни. Учитывая большое многообразие форм жизни на Земле, можно предположить, что виды с подобными колючими адаптациями также могут быть и на других планетах. Разнообразие потенциально инопланетных колючих существ могут охватывать широкий спектр планетарных условий и сценариев. К примеру, такие существа могут обитать на планетах с тяжелыми условиями, например, на тех, где доминируют сильные ветра, или на каменистых и непроходимых поверхностях. В таких местах жизнь должна быть приспособлена, поэтому колючки могут служить уникальным средством для выживания. Гипотетически, взаимоотношения инопланетных колючих существ с другими формами жизни на своей планете могут также обуславливаться множеством факторов. На некоторых планетах колючки могут быть основным способом защиты от хищников, или же колючие существа сами могут быть хищниками, используя свои иголки как средство для атаки. Научно-фантастические разработки также могут быть связаны с развитием технологий на других планетах, с колючими существами там. К примеру, кибернетические ежи могут быть плодом слияния органической и механической технологии, сочетая преимущества обеих сфер для приобретения дополнительных способностей. Например, кибережи могут иметь встроенные сенсоры для определения опасности или иметь поистине умные колючки, предназначенные для различных целей. Примером суперспособностей инопланетных колючих существ может быть антигравитационная способность, которая позволила бы им перемещаться в воздухе без особых усилий. Такой способностью могли бы воспользоваться, например, колючие растительные и животные формы жизни в качестве средства передвижения или обороны. Таким образом, предположение о существовании колючей форм жизни на других планетах и их потенциальных адаптациях можно всесторонне исследовать, опираясь на земные аналоги и научно-фантастические концепции. Возможные взаимоотношения между такими существами и другими формами жизни на их планетах зависят от многочисленных факторов, включая условия среды и уровень их развития. Также есть и мифические существа с колючками, иголками или шипами. Эти иглы и шипы защищают от хищников или служат им для атаки. Вот несколько примеров таких мифических и колючих существ. Единорог. Это чудесные кони с длинным утонченным рогом на лбу. В мифологии единороги считаются символом чистоты, божественной мудрости и силы. Рог единорога часто наделяют магическими свойствами. Мантикора. Это легендарные существа из древнеперсидской мифологии. У этих мифических чудовищ тело льва, человеческое лицо, хвост скорпиона с ядовитыми шипами и голос, похожий на громкое, звонкое звучание трубы. Мантикора известна своей любовью к человеческому мясу. Цербер. Знаменитый трехглавый пес из греческой мифологии. Этот жуткий охранник ада имеет густую шерсть с колючими шипами. Служит стражем врат подземного мира Хадеса. Питоны из стародревней греко-римской мифологии также были обладателями колючек, которую представляли как змеиные чешуйки или иглы. Таким образом, эти мифологические существа отражают разнообразие природы и магической силы. Хотя я тут немного не соглашусь. Уж больно подробно описаны эти существа, которые нам выдают за мифических. Скорее всего, они жили на нашей планете когда-то давно, но память о них была стерта, а те описания, что остались, наука сразу списала в разряд мифов и сказок, дабы не затруднять себя поиском ответов. Как думаете вы, мой уважаемый зритель? Существование колючих форм жизни на других планетах является вполне возможным. Экзобиология изучает потенциальные формы жизни за пределами Земли.
И на основе наших знаний о жизни на Земле можно предполагать, что живые организмы на других планетах могут развиваться там подобным способом. Колючие структуры у различных форм жизни, такие как ежи, кактусы и морские ежи, развивались как механизмы защиты от хищников и способ сохранения влаги в условиях засухи. Вполне возможно, что в космических масштабах, включая экзопланеты и их луны, существуют условия, которые могут побудить колючие формы жизни к подобному развитию. Например, на планете с хищниками или скудными источниками воды, скорее всего, будут существовать такие формы жизни, которые будут развивать свои колючие структуры для защиты или сохранения необходимых жизненных ресурсов. Таким образом, наличие колючих форм жизни на других планетах – это вполне реалистичное предположение. Однако, стоит учесть и тот факт, что искать такие формы жизни на других планетах будет можно лишь тогда, когда будет достигнут определенный уровень технологического развития землян. Чтобы осуществлять межпланетные исследования, например, при помощи исследовательских роботов или отправки людей на поверхность других планет. Также необходимо обладать необходимыми инструментами и знаниями для обнаружения жизни в других мирах, которых сейчас у нас нет. Итак, завершая нашу дискуссию о колючих существах, я хочу напомнить вам о важности фантазировать и проявлять больше любопытства, восхищаясь необычными формами жизни на нашей планете и рассказами о сказочных существах. Таким образом, мы открываем двери к недосягаемому и стимулируем наш мозг и воображение. В этом контексте я призываю вас заботиться о сохранении наших колючих млекопитающих и других уникальных представителей флоры и фауны на планете Земля. Они не только украшают нашу планету своим разнообразием, но и напоминают нам о том, насколько разнообразной и многогранной может быть жизнь. Поэтому очень важно прилагать большие усилия для сохранения природного богатства и биоразнообразия, ведь это будет вдохновлять нас для создания новых идей, положительно влияющих на каждого из нас. Научная фантастика играет ключевую роль в нашем понимании потенциального будущего. Она становится голосом, который побуждает нас задуматься о возможных формах жизни в чужих мирах, предлагая альтернативные перспективы в различных областях науки и культуры. Размышляя о жизни на Земле и на других планетах, мы невольно начинаем задумываться о нашем месте во Вселенной. Так что давайте оставаться любопытными и восхищаться всеми удивительными колючими и не только существами нашей планеты и потенциальными мирами за ее пределами. Не переставайте искать источники вдохновения и позитив в обычных, мимолетных моментах знакомства с природой и мыслями о жизни во Вселенной. Ведь именно любопытство, фантазия и открытость мыслей являются двигателем научного прогресса и позитивного развития всего человечества. Спасибо всем, кто присоединился сегодня к нашему обсуждению о колючих существах. Я рад, что вы пришли, и надеюсь, что это видео было интересным и познавательным. Делитесь своим опытом и знаниями, связанными с колючими существами. Ваши личные истории, фотографии и проекты, в которых вы участвовали, или которые вы сами организуете, могут быть бесценными для меня и для тех, кто интересуется этой темой. Обмен опытом и общение с другими людьми может помочь углубить наше понимание и уважение к колючим существам, а также оказать тем или иным образом поддержку этим существам, особенно тем, которые находятся под угрозой исчезновения. Вместе мы можем позаботиться о нашей планете, разнообразии живых организмов и содействовать сохранению и восстановлению их естественной среды обитания. Не стесняйтесь поделиться своими историями и опытом в комментарии под этим выпуском. Давайте сохраним красоту и уникальность нашей планеты и поддержим друг друга в этом непростом, но очень важном деле. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.